Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Узоры крючком разные, простые, сложные, средней сложности, связанные из одного цвета ниток, связанные из разных ниточек, также секционного окрашивания. Я показываю вам просто узорчики, да, а вы вдохновленные переносите эти узорчики непосредственно на свою пряжу, на свое изделие, которое вы захотите. От летнего варианта до зимнего варианта. Вашу фантазию никто не ограничивает. Узорчиков очень много, поэтому они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице, там где написано главное, видео, плейлисты, сообщество, канала, канале, заходите во вкладку плейлисты, находите нужный вам плейлист и с удовольствием смотрите и вдохновляйтесь. Новички, заходите, гуляйте по каналу, не теряйтесь. Опытные мастера, мастерицы, мои подписчики, отдельный вам привет, слова благодарности за вашу группу, так скажем, поддержки. Я к вам сегодня с новым узорчиком и с новыми ниточками, с такими ниточками, да. Ну, мы работали, да, но с другой расцветочкой. Называются они Папатья. Я так думаю, что я правильно читаю. Батик. Итак, что же это за ниточки? Смотрим по составу. Это получается стопроцентный акрил, и в 100 граммах находится здесь 360 метров. Далее смотрим, что нам советует производитель по поводу крючка. Берите крючок и спиц, видите, 3,5-4. Да, секционное окрашивание очень хорошо вязать спицами. То есть вы можете просто брать лицевую гладь, видите, как он аккуратненько ложатся цвета. Вы можете просто брать лицевую гладь, и все будет красиво, то есть узорчик будет сам формироваться. Точно так же, если берете крючок, вы можете просто вязать одними столбиками, и точно так же будет формироваться, узорчик будет очень красиво. Но мы не ищем легких путей. Сегодня будет очень интересный узорчик, и я к себе в помощь возьму вот такие вот ниточки, тоже стопроцентный акрил Baby Yarn Art. Это тоже, да, стопроцентный акрил, кто знает. Смотрите, видите? Но единственное же здесь, что здесь в 50 граммах 150 метров. То есть ниточка получается чуть потолще. Видите, по соотношению толщины чуть-чуть потолще. Но мы все равно возьмем крючок 3,5 миллиметра. Угу. И будем пробовать. Будем творить и чуть-чуть вытворять. Давайте начнем с белого. С белых ниточек. Да? Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы. Буквально в районе 30 петелек. Сегодня раппорт узорчика нашего будет составлять 4 петельки. И поэтому мы с вами наберем, ну, чтобы красиво закончился узорчик, 31 воздушную петельку. Итак, все как всегда. Вначале мы зафиксировали. А теперь набираем 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Есть. Далее. Для удобства давайте с вами наберем первый ряд столбиками с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, ныряем в пятую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. И в следующую петельку точно так же нырнули и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И так далее. Мы провязываем весь ряд. Мне удобнее вам показывать, когда я делаю столбиками с накидом. Вы можете вспомогательный этот ряд провязать либо столбиками без накида, либо полустолбиками с накидом. Либо опытные мастерицы могут приступать непосредственно сразу к узорчику. А новички отрабатывают навыки вязания столбиков с накидом. Угу. Итак, смотрите. Напоминаю, что 3 первые петельки подъема, которые мы вязали, раз, два, три, это имитация столбика с накидом. То есть мы его тоже считаем. Итак, сколько я провязала столбиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так? И до конца я провязываю в каждую петельку, значит, у меня должно получиться 31 столбик с накидом. Вы, естественно, провязываете столько столбиков, сколько вы набрали петелек. Понятно, да? То есть не больше, не меньше. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Итак, вот наша дорожка готова. Аккуратненькие столбики. Теперь приступаем к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите. Вот мы первый столбик, да, получается, провязали. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. А в столбиках, да, в нижестоящем ряду пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый ныряем
И провязываем еще опять таких же 3 столбика с накидом. Раз, следующий, 2, следующий, 3. Опять 2 воздушные петельки. Раз, 2, 3 столбика пропускаем. Раз, 2, 3. В 4 провязываем опять 3 столбика с накидом. Согласитесь, да? Когда столбики, вы не запутаетесь. А когда воздушные петельки, у новичков есть вероятность запутаться, пропустить, либо лишнее, да? Скажем так, просчитать. Вот. И опять 2 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика, в 4 ныряем и провязываем опять 3 столбика с накидом. Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Вот, и у вас будет вот такие вот получаться окошечки вот с такими мини-веерочками. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, практически до конца, да, провязала. Хочу показать, как заканчиваем ряд. Точно так же, как мы начинали. То есть у нас остается здесь 3 столбика. Раз, два, три. Да? Вот провязали мы 3 столбика. Воздушную петельку сейчас мы не делаем. Делаем накид, пропускаем 2 столбика. И вот в эту третью петельку подъема, это что же столбик, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Все, наш столбик с накидом. Точно так же, как в самом начале. Помните, да? Столбик с накидом, 2 столбика пропустили и дальше начали провязывать наш узорчик. Итак, теперь смотрите, какая особенность. Делаем вот так вот петельку, вытягиваем ниточку и оставляем нашу белую ниточку в покое. Продолжаем, вернее, да, вязание вот именно справа налево, потому что я сейчас буду добавлять новую ниточку, новый цвет. И новый цвет у меня будет всего лишь только один ряд. Я провяжу справа налево, и здесь заберу белую ниточку и пойду с ней обратно. Поняли, да? Чтобы не отрезать, чтобы не было много кончиков. Итак, зафиксировали в начале ниточку. Если вы вяжете одним цветом, то, конечно, вы возвращаетесь и вот так вот гуляете, гуляете, гуляете. Никаких сложностей. А если с другой ниточкой, то как бы рекомендую, да, вот так сделать. Итак, вот наши 3 петельки подъема. Ныряем в третью петельку. И соединительной петелькой, так вот провязываем, видите, захватили желтую ниточку, провели через беленькую петельку, через петельку на крючке. Оп, соединительная петелька. Далее воздушная петелька. Сюда же нырнули, сделали столбик без накида. Дальше смотрите внимательно. Вот наши 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Что мы делаем? Мы ныряем в верхушку первого столбика и провязываем столбиком без накида. Так, сейчас аккуратно возьму именно 2 петельки. Столбик без накида. Второй столбик. Смотрите, как провязываем. Делаем накид. Окружаем наш столбик сзади наперед. То есть получается столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку, как в рельефном лицевом, да, столбике. Протягиваем, но не провязываем. Держим. Раз. Точно так же окружаем этот столбик. Вытягиваем ниточку. 2. Держим. Накид. Точно так же. 3. Накид. Точно так же. 4. Сразу же скажу, что вот эти вот накиды и так далее вы можете делать сколько угодно раз. Вы можете и 5 сделать, да, и 3 раза. Итак, я сделала 4. Смотрите, вот это все количество петелек я беру аккуратненько вместе провязываю. Оп. И обязательно зафиксировать. Понятно? Вот такой у нас получился пышный столбик. Он еще и рельефный, он еще и лицевой. Вот такой вот интересный. Идем дальше. Следующий, видите, у нас получается 3-й столбик. Мы провязываем за верхушку столбиком без накида. Все, вот наши 3 столбика провязаны. Далее 2 воздушные петельки, и мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять наши 3 столбика. Первый провязываем, около второго танцуем, третий провязываем. Итак, первый за верхушку взялись, провязали столбиком без накида. Теперь накид и танцуем около второго столбика рельефными, да, лицевыми петельками. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот еще один точно такой же шарик, точно такой же пышный столбик. 3-й столбик, да, с накидом. Беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Понятно? 2 воздушные петельки, значит мы 2 воздушные петельки провязываем и так далее. Опять первый столбик провязываем, около второго танцуем, третий провязываем. Столбик без накида. Вы можете так аккуратненько брать столбик, да, поворачивать для себя, чтобы было удобно. И около него вот так вот сбоку, да, танцевать. Раз, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. 3-й столбик провязываем обычным столбиком без накида. Есть. И опять 2 воздушные петельки. Вот, у вас должна получаться вот такая вот картина, видите?
Красиво? Красиво. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, какая получается красота. Все ровненько, все аккуратно. Шарики наши готовы. Так. И теперь как заканчиваем ряд? Вот, провязали последний наш третий столбик, да, и у нас получается здесь последний столбик, назовем его, ну, кромочный, да. То есть мы присоединяемся к нему, так, и захватываем ниточку, а вот провязываем. Давайте беленькой уже ниточкой и получается переключимся. Раз, и переключились на белую ниточку. Подтянули желтенькую. Красота. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь нам необходимо по узорчику сделать 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть по итогу здесь получается 5 воздушных петелек. А теперь смотрите, мы будем повторять самый первый ряд, белый, да? Смотрите как. Накид. И ныряем вот в арочку именно белого ряда. Не желтого вот этого, а именно белого. И захватываем с собой и арочку желтого ряда. И провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Так? То есть у нас как бы немножко сместились наши вот эти вот 3 столбика. Дальше перепрыгиваем через наш шарик, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять ныряем в арочку, именно не в желтую, а в белую, да, и захватываем желтую с собой. Опять раз, сюда же 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Понятно? Вот, получается вот такая красота. То есть эти наши 3 столбика, да, они будут находиться в шахматном порядке. Опять 2 воздушные петельки и опять ныряем именно в белую арочку. Раз, два, три. Понятно? Все, давайте вот так вот до конца ряда, несложно, да, а в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот такая у нас красота получается с изнанки. Вот такая у нас получается на лицевой стороне. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали 3 последних наших столбика, да, перепрыгиваем этот шарик, то есть сделали 2 воздушные петельки. Вот, помните, да, у нас здесь был столбик без накида. Вот мы ныряем в этот столбик без накида и провязываем наш столбик 1 с накидом. Все, опять точно так же петельку сделали, потянули и оставили нашу белую ниточку, переключаемся на желтую. Так, вот наша желтая здесь закончилась, поэтому смотрите, как мы переключаемся на эту ниточку. Помните, мы сделали 3 петельки подъема и 2 петельки узорчика, да? Так вот, присоединяемся к 3 петельке подъема аккуратненько и подтягиваем желтую ниточку к этой петельке. Оп, сильно не тяните, чтобы край не зажулькать. Воздушная петелька и сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, провязываем все точно так же, как мы провязывали в вот этом желтом ряду, но с одним условием. Итак, первый столбик мы провязываем столбиком без накида. Есть. А теперь, чтобы у нас шарики наши, да, смотрели все в одну сторону, нам необходимо просто вот так вот сделать накид и перевернуться сюда. Понятно? И мы точно так же будем танцевать около второго столбика. Итак, второй столбик берем и точно так же провязываем. Протянули ниточку, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Есть. Все вместе провязали, зафиксировали. А теперь развернулись обратно. Оп. И провязываем наш третий столбик столбиком без накида. Опять 2 воздушные петельки. Да, точно так же арочку делаем. И опять первый столбик провязываем столбиком без накида. Второй столбик развернемся. Так, сейчас покажу, что в итоге получается. И танцуем около второго столбика. Вот он наш второй столбик. Мы, естественно, начинаем танцевать около него. Раз. Так, секундочку, хорошо его удобно возьму, чтобы не было все видно. Итак, накид. Вот. Раз, накид, сюда же. 2, накид, сюда же. 3, накид, сюда же. 4. Все вместе провязали, зафиксировали, вернулись обратно. И наш третий столбик провязываем столбиком без накида. И опять 2 воздушные петельки. Смотрите. Вот у нас такая изнаночка будет. Смотрите на лицо. Оп. Те же самые шарики. Понятно? Вот. Давайте вот так же до конца ряда. Несложно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте.
Так, смотрите, провязали до конца ряда. Вот наша лицевая сторона какая получается. И наша изнаночка. Итак, вот после последних, получается, да, наших столбиков, нашего шарика, мы делаем опять 2 воздушные петельки. Раз, два, и все. И заканчиваем ряд. Присоединяемся вот к этому столбику. Вытягиваем ниточку, а провязываем уже. Давайте вот этой вот петелькой нашей белой. И как раз переключимся на белую ниточку. Так вот, оп, и провязали. Подтянули желтенькую, переключаемся, вяжем беленькой. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь смотрите, будем провязывать точно так же, как самый первый ряд. То есть мы сейчас должны нырнуть в вот эту нашу арочку, беленькую именно, да? Захватываем с собой вместе желтенькую и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть воздушных петелек мы здесь никаких не делаем. А вот сейчас 2 воздушные петельки и перепрыгиваем наш шарик. Опять берем беленькую арочку и провязываем опять 3 столбика с накидом. Принцип понятен узорчика, видите? То есть несложно. Вы, получается, повторяете ряды. Белый всегда будет одинаковый, единственное, что в шахматном порядке. И получается следующий цвет, вот эти шарики будут непосредственно на вот этих вот 3 столбиках строиться. Несложно? Несложно. Давайте сейчас до конца ряда провяжем. Переключимся еще раз на ниточку на цветную. Договорились? Давайте. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, наши еще один ряд, да, готов. Наши, получается, по 3 столбика ряд. И заканчиваем там, где у нас 3 столбика провязали, накид. И заканчиваем ряд, вот в столбик без накида, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Опять делаем петельку и оставляем нашу белую ниточку. Переключаемся на нашу цветную. Опять же, каждый ряд вы можете делать разными ниточками, да, это могут быть остаточки, да. Я вот как бы одними ниточками вяжу, секционным, надеюсь, когда уже перейдет цвет. Интересно же? Итак, опять, смотрите, делали здесь 3 петельки подъема, я присоединяюсь к 3 петельке и подтягиваю желтую ниточку, сильно не тяну ее, чтобы край не зажулькать. И воздушная петелька, сюда же столбик без накида. Есть. Далее делаю одну воздушную петельку. И смотрите, вот наши 3 столбика. Первый столбик, вспоминаем, провязываем обычным столбиком без накида. Около второго столбика танцуем. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Провязали, зафиксировали. И третий столбик провязываем столбиком без накида. 2 воздушные петельки и так далее. Все, понятно, да? Все дальше то же самое. Вы уже знаете, как вязать в одну сторону, как в другую сторону, как присоединяться. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Я думаю, будет здорово. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков, да? Все ждала перехода цветов. Смотрите, еще получается немножечко нужно дойти до сиреневого, чуть-чуть будет голубенького, да? И я так думаю, что пойдет цвет обратно, в таком же зеркальном как бы в положении. Итак, ну как вам? Нравится? Я жду вашу реакцию в виде лайков, так, в виде комментариев. Напишите обязательно. Узорчик, конечно, смотрите, такой пухляшечка, да, образуется, но он односторонний. Смотрите, изнаночка. Все настолько аккуратно, настолько четко. Вы просто посмотрите. Прелесть. Ну, естественно, сразу же из-за цветовой гаммы, да, в голову что приходит? Детские вещи. Это могут быть и пледики, это могут быть и кофточки, и кардиганчики, скажите, да? А в зависимости от толщины ниточек, это могут быть и летние вещи, и зимние вещи, да? Это снудики, шарфики. Ну, почему бы нет? Согласитесь, да? Ну, что в дырочку. Зато когда будет так вот много в несколько сложений, да? Гляньте, какая будет красота. Супер. Но опять же, можно брать любую цветовую гамму и придумывать все, что вы захотите. Можно использовать этот узорчик в качестве декора, да, так скажем, комбинировать с другими узорчиками. Можно вязать маленькими квадратиками, да, можно вязать большими. Ну, вы большие дизайнеры, вы можете сами все самостоятельно придумать. Если кто-либо вязал уже таким узорчиком, расскажите, где вы использовали данный узорчик. А кто еще не вязал, давайте придумаем, где еще можно использовать данный такой дырчатый, интересный, но забавный узорчик. Кстати, вяжется вообще несложно. Приноровиться и все, и красота. И очень быстро вяжется. Гляньте, сколько рядов, да, связала. Давайте замерим.
Так, мы набирали, получается, 31 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок, да, плотность вязания такая же. Но это вот, видите, 19 сантиметров. А тут получается, я буду считать по белым рядочкам, да. То есть получается, как бы вот этот вот ряд, да, наш шишечка и белый ряд, это получается же 2 ряда, да. То есть как бы ниточек сколько тратится. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. И тут получается наборный 19, и тут аж 20. Закончила тоже, да, столбиками. Видите, просто обычными столбиками закончила, выровняла край. Гляньте, уже 20 рядов. И настолько увлекательно. То есть я еще хотела дальше продолжать, но остановилась. Это говорит о том, что мы, значит, с вами еще с этими ниточками встретимся, да. Мы же должны посмотреть полностью, как будут переходить дальше цвета. Итак, давайте замеряем, сколько же это будет, получается, вертикально. Это у нас 16, смотрите, сантиметров. Классный узорчик. Конечно, из акрила, что мягенький. Воздушные петельки, это значит что? Значит тянется. Красота. Опять же, смотрите, если вы свяжете, например, двойную шапочку, да, то есть получается внутренняя сторона у вас будет одноцветная, да, однотонная, одними столбиками, а снаружи могут быть вот такие пухляшечки. Идей море. Я считаю, что как бы вы справитесь. Предложите в комментариях, где можно использовать данный узорчик. Видео, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового, интересного, много новых узорчиков. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда эти новинки появятся на сайте. Под видео внизу справа находится «Поделиться с друзьями». Делитесь, пожалуйста. Заранее спасибо большое с друзьями, с подружками в различных соцсетях. В различных. И надеюсь, мы с вами встретимся в следующих видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.